Если вам хочется сильнейших жизненных переживаний, то совсем не обязательно отправляться в кругосветку без медстраховки или прыгать из окна с парашютом. Достаточно просто болеть за «Спартак». Это подтверждает проход москвичей дальше квалификации Лиги Европы. И тут важно не само достижение, в нем там ничего сенсационного нет. Тут важнее стиль. В гостях у Туна «Спартак» смог упустить преимущество в 2 мяча. В ответной игре, казалось, красно-белые готовы были улучшить это достижение. Вспомним первый тайм. Хозяева пропускают уже на 7-й минуте после комбинации Туна, которая должна была прерваться 6 раз. Просто посмотрите. Отскок на фланге от Ещенко, передача под ногой Зобнина, Гулиев в центре штрафной падает, обостряя развитие атаки. Айртон выбивает мяч на игрока Туна. Игрок Туна отдает между ног Мирзому. Вновь Айртон. Он вместо того, чтобы броситься под удар Гарнера, разворачивает корпус от мяча. Ну не красота ли? А теперь просто послушайте тренера Туна Марка Шнайдера. Еще один вопрос. Готовясь к этому матчу, учитывая первую игру, на что вы делали акцент? За счет чего хотели вы обыграть сегодня «Спартак»? Какие слабые стороны? Наверное, сейчас уже можно сказать, все-таки противостояние двух матчей закончилось. Какие слабые стороны в команде соперника вы отмечали? Да, конечно, мы обращали внимание на некоторые слабые места. В частности, я просил своих игроков осознанно нагружать фланги и пытаться доставлять мяч вплотную через именно фланговые атаки. Здесь можно просто крякнуть. Так просто! Будем надеяться, что ни один другой тренер, с которым дальше придется играть «Спартаку», эти строки не прочтет. Потому что если хоть кто-то заметит у москвичей больше слабых мест, то команды уровня Туна будут забивать красно-белым в 3-4 раза больше. Давайте еще немного расскажем о тренерском гении Марка Шнайдера и перейдем к другим темам. Вы наверняка заметили, что в первом тайме Зелимхан Бакаев был совсем не тот. Сложилось впечатление, что вы готовились особенно тщательно к Зелимхану Бакаеву, и увидев в первом матче, как он играет, в частности, собственно говоря, используя свою левую ногу, и сегодня, в общем-то, не дали ему сделать то, на что он, в общем-то, способен. Можно ли сказать, что была какая-то особенно, так сказать, внимательная подготовка именно к этому сопернику, который забил 2 мяча в первом матче? К Зелимхану Бакаеву мы не готовились. Мы знаем, что «Спартак» обладает очень квалифицированными футболистами, поэтому мы готовились ко всем футболистам «Спартака». Да, действительно, у него очень качественная левая нога. К сожалению, об этом до первого матча в Туне мы не очень хорошо знали. Теперь мы, и поэтому, возможно, не очень хорошо подготовились. Но сегодня я считаю, что нам удалось его сдержать. Следовательно, была сделана качественная работа над ошибками. Тут нужно снять шляпу перед Шнайдером. Он вообще ничего не рассказывал про Бакаева. Ничего. И можно предположить, делал это намеренно. В противном случае вышло бы так. Защитники знали бы, что Бакаев будет всячески ломать им голову, и от этого ломали бы голову сами себе. Но в блаженном наведении их задача оказалась предельно простой. Закрыть Бакаеву левую ногу. Ай да Шнайдер, ай да... Давайте отдадим должное Олегу Кононову как победителю матча и как человеку, который перехитрил хитреца Шнайдера. В перерыве Кононов принял волевое решение не заменять Резуана Мирзова, хотя все действия полузащитника в первом тайме выглядели так. Он 5 или 6 раз легко и беспечно подхватывал мяч на фланге, а затем упирался головой в высоченного швейцарского защитника. В сущности, это было приговором для ряда перспективных атак. Но что сделал Кононов? Олег Георгиевич, по первому тайму создавалось ощущение, что совсем не пошла игра у Резивана Мирзова. И в перерыве журналисты все буквально обсуждали, практически были уверены в том, что после перерыва он на поле уже не появится. Но вы оставили его, и, в общем-то, в втором тайме все изменилось, и в частности он активно поучаствовал во втором мяче. Обсуждалось ли в раздевалке между вами и помощниками возможность замены в перерыве Мирзова, и почему вы все-таки решили дать ему еще один шанс? Не обсуждалось, потому что в первую очередь я с ним сам поговорил, и зная его характер, зная то, как он может играть, дал ему возможность проявить себя в эти минуты второго тайма. Он это и сделал, он нам за
забил, можно сказать, а можно сказать, отдал голевую передачу Андре. А теперь серьезно, вы только представьте себе, какой должна быть воля Кононова, чтобы оставить Мирзова на поле. Какие слова Кононов подобрал, чтобы Мирзов заиграл так, как это сделал во втором тайме. Теперь хорошенько подумайте перед тем, как будете сомневаться в характере тренера Спартака. Если от голоса Эллы Фицджеральд, как говорят, лопались стаканы, то от шепота Олега Кононова, вероятно, футболисты входят в какой-то просвещенный транс. Ну а теперь про еще один большущий плюс Кононова. На пресс-конференции ему задали, казалось бы, бесперспективный вопрос. Спасибо. Там на 34-й минуте Шурли там подбежал к тренеру и просил там подсказать игрокам. Вот это что прессинговали вместе или что там было? Да, мы неправильно действовали при прессинге. А вот это фаталити. То, что Шурли объясняет что-то тренерскому штабу, а не наоборот, говорит об исключительной гибкости. И прежде всего о гибкости мыслей и взглядов. Ведь это он, Шурли, это он чемпион мира. Его точно стоит слушать. Но если бы Спартак проиграл, можно было бы свалить все на крайнего, прошипев через зубы. Все эти перестановочки нам Шурли посоветовал сделать. Но все, что не делается, к лучшему. Шурли послушали, и немец сделал для красно-белых второй тайм. А Олег Кононов проявил себя в перерыве как исключительный психолог. Если верите Сюкелю Понсе, он после ужасного первого тайма попросил получить удовольствие от игры. Это все равно, что услышать вот такой диалог. «Парни, у нас дом горит, what the fuck, что нам делать?» Что ж, попытайтесь насладиться красотой огня. Это дзен и уравновешенность. Это они вывели Спартак в стадию плей-офф квалификации ЛЕ. Ну и Андре Шурли. А Кононова не смогли расшатать даже стильные вопросы под занавес пресс-конференции. Дмитрий Домниковский, Матч ТВ, Олег Георгиевич. Третий матч подряд без классического костюма. С чем связана смена имиджа? Это чисто на фар, потому что эти победы подряд, или же, может быть, с акциями болельщиков, которые увешивали пиджаки на трибунах в нескольких играх? Знаете, хочется и пошутить, и наоборот. Но скажу так, я ранее говорил, как мне удобно будет, так я буду одевать одежду. Самое главное, чтобы она была аккуратна, приносила мне удовольствие. А в костюме вы меня еще увидите.